Всем привет, вы на канале Польза.ком. Сегодня я предполагаю, либо вы уже купили умные часы Amazfit Bip, либо планируете их купить и вам интересно, как их настраивать и выжать из них полный функционал. Будем считать, что это видео у меня как руководство из коробки. Кто не подписан, подпишитесь, на канале разыгрываются браслеты Mi Band 3, Ana Band 3 и умные часы Amazfit Bip. Для того, чтобы участвовать в розыгрыше браслетов, достаточно оставить осмысленный коммент к любому из видео, подписаться, поставить лайк и колокольчик. При этом не забыть открыть на YouTube подписки. Или вы выиграете, а я посчитаю, что вы не выполнили условия. Значит так, вы получили умные часы Amazfit Bip, распаковали, разложили все, что достали из коробки, положили рядом телефон, включили часы и увидели черный экран. Для начала скачивайте себе на телефон программу Mi Fit, регистрируйтесь с ней, включайте Bluetooth на телефоне. Заходите в Mi Fit, включаете часы и после этого в Mi Fit включаете поиск, указав, что ищете бипа. Mi Fit находит часы и начинает их упорно обновлять. При этом не забудьте, что язык, на котором будут показывать информацию ваши часы, будет у вас таким же, как и указанная вами локация, регион в Mi Fit. Если у вас регион будет США, то у часов будет английский язык. Если Россия, то русский. Теперь вам необходим только интернет и терпение. Бипы обновят микропрограмму, обновят данные GPS и будут готовы без каких-либо манипуляций с вашей стороны. Пока вы наблюдаете за ускоренным мною процессом, который в совокупности занял у меня 27 минут, напомню, что эти умные часы, в отличие от фитнес-браслетов, исключением является браслет фирмы Huawei Ana Band 2 Pro, имеют функцию геолокации с использованием как спутников GPS, так и GLONASS. Часы, если в них бегать около 20 км в день, живут дней 9. При беге час в день около 16 дней, при минимально энергозатратном режиме они живут до 45 суток. Есть добротный пульсомер. В других моих видео на канале вы сможете увидеть тесты дистанции на него и тесты пульсомера, а также в конце этого видео небольшие тесты по дистанции и пульсомеру. О том, какие чипы внутри, вы услышите в конце видео и увидите конкретно их названия и производителей. Кратко скажу, что все у них в этих двух направлениях очень хорошо. Из особенностей выделю наличие барометра, который находится под ребешком, и дисплея, который виден всегда, на солнце или в темноте. Почему и от чего, в видео по ссылке в подсказках в правом верхнем углу восклицательный знак. Там я подробно рассказываю, почему этот дисплей виден везде и всегда. Кто не подписался, подпишитесь на канал. На канале море полезной информации. И вот после обновления ваш гаджет готов к работе. Почти готов. Сейчас мы быстро его настроим. Заходим в программу Mi Fit, дальше ваш профиль, дальше нажимаем на изображение часов и выбираем по пунктам разблокировку экрана. Я уверен, что у большинства пользователей экран залочен на всякий пожарный, и по этой причине я советую вам настроить разблокировку вашими часами. Кратко, телефон рядом с часами будет автоматически разблокироваться. Входящий вызов. Часы будут вибрировать, когда вам кто-то звонит. События. Можете установить напоминание, которое в назначенное вами время появится на ваших часах. Будильник. Все просто, но помните, что этот будильник не умный. До умного мы еще дойдем. Максимальное количество будильников 10. Оповещения. Вы выбираете, от каких приложений вы будете получать уведомления на часы. Функция «Не бездельничай». Функция, необходимая всем. Даже учитывая, что я со спортом на «ты», я использую ее столько, сколько у меня есть носимый гаджет. Обязательно ее включите, чтобы часы вам напоминали о необходимости встать и размяться. Входящий смс. Вы будете получать сообщение об смс на телефон. Часы при этом будут вибрировать. Уведомление о цели. Вы ставите себе цель, сколько шагов в день вы должны сделать. И как только вы ее достигнете, часы об этом вам сообщат вибрации. Уведомление о разрыве связи. Как только ваш телефон будет теряться из поля зрения Bluetooth ваших часов, часы будут вибрировать, предупреждая о разрыве соединения. Можно настроить так, чтобы данное оповещение приходило только в назначенные часы, чтобы они вас не беспокоили ночью или во время работы. Как выберете? С первоначальной настройкой часов мы закончили. Немного пройдусь по самой программе. В той же вкладке вы можете увидеть следующие функции. Найти часы. Нажмете, и часы, если они соединены на данный момент с телефоном, начнут вибрировать. Режим видимости. Режим, при котором ваши часы видят по Bluetooth другие девайсы помимо телефона. Расположение браслета необходимо выбрать для более точного подсчета пульса. Вы будете носить их на левой или на правой руке. Поднимите запястье для просмотра информации. Все просто. Если вы поднимаете руку и поворачиваете экраном к себе, вы активируете экран браслета. Настраивается данная функция тоже по времени работы, либо круглосуточно, либо в запланированные часы. Определение пульса. Здесь просто. Вы выставляете интервалы, как часто ваши часы будут отслеживать ваш пульс в течение суток. В стандартных настройках это 1 минута, 10 минут и 30 минут. Здесь, внимание, есть сторонние программы помимо Mi Fit, которые могут мониторить ваш пульс перманентно, а конкретнее ежесекундно. Все они платные, от 60 до 175 рублей. Настройка часов. Вы выбираете, что
и в какой последовательности будет отображаться на экране ваших часов. Настройка погоды. Выбирайте город, погоду которого будут показывать ваши часы. Обратите внимание, здесь есть необходимая вам в дальнейшем в настройках информация, MAC-адрес вашего Bluetooth ваших часов и возможность отключить эти часы, что необходимо сделать, если вы планируете подключить ваши часы к другому телефону. Если вы этого не сделаете, у вас будут в перспективе очень большие проблемы с подключением данного девайса. Кто не подписан, подпишитесь. На канале разыгрываются браслеты Mi Band 3, Ana Band 3 и умные часы Amazfit Bip. Для того, чтобы участвовать в розыгрыше браслетов, достаточно оставить осмысленный коммент к любому из видео, подписаться, поставить лайк и колокольчик. Если вы устали от этого обзора, либо сделайте паузу, потому что основная информация будет дальше, либо напишите в комментариях, что я сказал не так. Если вы дальше выйдете в основную оболочку из часов, вам необходимо будет войти во вкладку «Профиль». Здесь вы сможете выставить цель по количеству шагов в сутки, цель веса, объединиться с друзьями, включить оповещение об активности, просто программа в 21:30 будет сообщать вам о достигнутых вами результатах. Поставить уведомление о пробуждении, чтобы утром вам показывали информацию о качестве вашего сна после пробуждения. Выставить метки поведения, чтобы программа могла лучше анализировать вашу активность в течение дня. Обратиться за справкой по программе, обратиться к разработчикам с вопросом по вашей проблеме и в настройках определить единицы измерений и проверить наличие обновлений. Переходим во вкладку «Статус». Для синхронизации обновления данных программы вам достаточно в основном меню свайпнуть вверх, и телефон обменяется свежими данными с девайсом. В основном окне у вас будут данные о сне и вашей последней физической активности. Также будет указан пульс в течение дня, вес, который вы указали, и продолжительность активности за неделю. Вкладку «Сон» можно раскрыть, где вы увидите в количественном выражении фазы вашего сна и время пробуждения. Вкладку «Активность» можно раскрыть под каждый ваш забег, заезд или поход. Там же вы можете увидеть всю информацию, кроме плавания. Маршрут по карте, во вкладке «Подробности», время, темп, потраченные калории, среднюю скорость в километрах, частоту шагов, средний пульс всего шагов, среднюю длину шага и подъем в метрах, а также в каких пульсовых зонах и сколько по времени вы в них провели. Во вкладке «Темп» вы можете ознакомиться с темпом на каждый километр. Во вкладке «График» вы увидите графические изменения пульса, темпа и высоты по дистанции. Здесь вы сможете делать фото, которые будут прикреплены к вашей активности, чтобы вы помнили, где вы бегали, катались или ходили. Во вкладке «Активность» будьте внимательны. В правом верхнем углу есть настройки, обязательно в них зайдите. Здесь вы настроите ваш телефон. При активности, чтобы всегда был включен телефон, вы можете также настроить это в Mi Fit, чтобы информация постоянно отражалась на экране при беге. Если вы бегаете с телефоном, для музыки или карты это довольно полезно. Под количеством активных километров указано количество активностей. Если на них нажать, вы увидите информацию по дням и активностям. Если нажмете на любую из них, увидите развернутую информацию по ним за целых 30 месяцев. Если вы планируете включать активность не на часах, а на телефоне, как вы видите, здесь имеются следующие иконки: бег на улице, беговая дорожка, на велосипеде на улице и ходьба. Теперь кратко, что вы можете увидеть на часах. На основном стандартном экране вы увидите время, пульс и количество пройденных шагов за день. Свайп вправо – видите текущую погоду. Свайп вверх – прогноз погоды на 4 дня вперед. От основного экрана свайп вниз – данные по заряду батареи, выбор режима DND, о котором подробнее потом, и статус Bluetooth, подключены часы к телефону или нет. Свайп вправо от основного экрана вкладка «Статус», шаги, пульс, километры, килокалории, количество активности за последний час. Два свайпа вправо от основного экрана, выбор активности, бег, беговая дорожка, велосипед, ходьба, история записи и спортивные настройки. В спортивных настройках включение режима автопаузы для переменной активности или интеллектуальной автоматической приостановки замера физической активности. У меня работает довольно неплохо. Некоторые люди жалуются, хотя я считаю, что данная функция в этих часах сделана на ура. Предупреждение о сердечном ритме: если вы начинающий, ставьте в 150, если ваш пульс будет выше, часы будут напоминать вам вибрации. Предупреждение о темпе: начинающий, выставите 6 минут 30 секунд. Если у вас нет лишнего веса, для вас будет самое то. Тот же способ предупреждения: если вы начинаете медленнее двигаться, часы будут вибрировать. И последнее оповещение расстояния. У меня стоит на 1 километр, то есть каждый пройденный или пробеганный мной километр часы сообщают мне о пройденном расстоянии и времени, которое я на него потратил. На вкладке «Активности при беге» в правом экране вы видите время, скорость в километрах в часах, пройденное расстояние и пульс. Свайп вверх, и на следующем экране среднее время, количество шагов, длина шага, расстояние, пройденное по равнине, в гору и с горы. Напоминаю, что порядок расположения вкладок на часах вы можете поменять в программе Mi Fit. Дальше свайп влево – это будильник. Обычный, не умный. На часах можно только включать и выключать. Время устанавливается в телефоне в программе. Лучше сразу поставьте себе умный будильник через тот же Notify and Fitness for Amazfit. Об этом дальше. Дальше
свайп влево, таймер. В этой вкладке секундомер и таймер обратного отсчета. Далее компас, который желательно калибровать на открытой местности и по возможности чаще. Мое наблюдение, хотя возможно оно ложно, что от калибровки компаса зависит точность данных геолокаций, и настраивать его стоит хотя бы раз в неделю. Просто на улице проведите несколько раз часами восьмеркой в воздухе, делайте это довольно быстро, и все. В конце вкладка настройка. Ее с вами мы уже настраивали. Вкладки, которые вам нужны, вы можете убрать через меню на телефоне. Теперь я перейду к перечислению 5 скрытых функций, о которых большинство пользователей не знают. Первое — это режим ДНД. Включается свайпом вверх от основного экрана на часах. И либо вы выставляете его для работы в автоматическом режиме, либо вручную. Часы в это время не вибрируют и не включают будильник и оповещения. Вторая функция — это выставление сторонних циферблатов. Существует несколько программ для выставления этих циферблатов. Бесплатная программа называется Amazfit Bip and Core Watch Faces. Эта бесплатная программа может вам установить интересный циферблат. Их там просто море. Все просто. Берете циферблат из программы, даете ей все необходимые разрешения и через Mi Fit, нажимая на картинку с китайским дворцом, устанавливаете ее на ваши часы. Третья функция. Можно легко сделать на часы умный будильник. Здесь немножко сложнее, но вы справитесь. Чтобы сделать это бесплатно, скачивайте X-Smart Alarm, вбиваете в нее MAC-адрес, Bluetooth ваших часов, и вуаля, у вас уже есть умный будильник. MAC-адрес берется в Mi Fit, просто кликайте на часы и делайте свайп вниз. На эти данные я уже акцентировал ваше внимание. Четвертая функция. Теперь по программированию кнопки. Стандартные свойства кнопки можно задать на своих часах во вкладках настройки, но они довольно скудные. Если вам нужно больше функций, скачивайте программу Mi Band 2 Function Button. Как и с умным будильником, выставляете MAC-адрес и программируете вашу кнопку на часах, как вам это необходимо. Все это опять же бесплатно. Теперь пятая скрытая функция, о которой, возможно, вы не знаете, но за нее придется, скорее всего, вам заплатить. Для всех любителей Strava и подобных программ есть один простой способ, каким образом туда можно выгружать данные с ваших часов. Там же можно включить постоянный мониторинг пульса. Кому нужен только мониторинг пульса, пишите в комментах, я вам расскажу название программы за 60 рублей, а не за 175, как Notify and Fitness, о котором я сейчас вам рассказываю. Официально заявляю, выгрузить Strava инфу теперь просто, хоть и не бесплатно. Программа Notify and Fitness, в ней есть все, но 90% функций платно. Для вас я ее сейчас куплю и покажу, как выгружаю в Strava всю информацию. Стоимость проги 175 рублей, не дешево, но функции море. Решать вам, я ее не рекламирую, сам ей до этого не пользовался. Мне необходим в часах исключительно GPS. Напоследок вот вам один тест забега на 1 километр. 3 круга по 333 метра. Бип ошибок не сделал. И параллельно вы можете увидеть тест пульса, что при измерении пульса бип тоже неплохо работает. Напомню, что пульс всегда считается методом ППГ, и даже при самом лучшем раскладе корректно пульс у вас будет считаться только пока ваше запястье не намокнет, либо пока пульс не начнет зашкаливать за 170. Здесь эти часы начинают показывать, как и все аналогичные гаджеты, не особо корректные результаты. Если вы начинающий бегун, держите пульс в коридоре от 140 до 145 ударов в минуту. Не опускайте и не поднимайте его. Для этого достаточно поставить на часах напоминание о 140 ударах и ориентироваться на них. Если не начинающий, а уже умеете бегать, поставьте ориентир, как я уже говорил до этого, в 150. Даже если для вас это будет быстрая ходьба, не смущайтесь, а ходите быстро, но не менее 40 минут непрерывно. Мы все так начинали. Сразу отвечу вам на несколько вопросов, которые мне часто задают в комментариях. Чтобы быстро запустить замер вашей активности, достаточно 3 секунды удерживать кнопку. Дальше. Переключать музыкальные треки на телефоне можно, используя всю ту же платную версию Notify and Fitness for Amazfit, настроив реакцию на нажатие кнопки. Можно или в программе Mi Band 2 Music Control, которая бесплатна. Вибрации у часов хорошие, уведомления не пропустите точно. Погоду получаю от AccuWeather. Пластик корпуса не крашеный и, соответственно, не облезает со временем. Ремешки стандартные и меняются очень просто. Царапаются часы довольно быстро, но не сильно. Внутри часов следующие датчики. Я вывел их для вас на экран, для того, чтобы вы, если захотите, могли о них прочитать. AS7024 биосенсор, пульсомер фирмы AMS. В нем 5 фотодиодов, 4 для PBG считывания и 1 PROX дистанционный электронный пропуск со встроенным микрочипом. Кому нужно, скину ссылку на схему, микросхему. Далее. DA14580-01 это Bluetooth фирма ARM Cortex, отдельно стоит около 300 рублей в чип-и-дипе. Следующий DPS310 Barometric Pressure Sensor, барометр немецкой фирмы Infineon, довольно точный, рабочий диапазон от минус 40 до 85 градусов, максимальное время измерения 27 миллисекунд. Следующий идет акселерометр LIS2DH12, трехосный, швейцарской фирмы STM Micro
Electronics. Следующим идет Touchscreen IT7259, контроллер экрана тайваньской корпорации ITE Tech. Также у нас встроен компас AK09918, это компас старейшей японской фирмы AKM Semiconductor. И флеш-память 4 разновидностей, как вы видите на экране, различных фирм. Неизвестно, какая у вас конкретно будет в вашей модели. Чип GPS от корпорации Sony. Тем, кто хочет знать об этих часах все, на них еще есть у меня 3 обзора на моем канале. Все в одном не уместить. Планирую еще выгрузить их тесты. В море в них уже плавал. Вот для примера, как мой сын их мучает на пляже. Дайвингом в них заниматься однозначно нельзя, но для плавания аппарат подойдет. Рассказал все, что знаю и что пришло на ум максимально подробно. Надеюсь, что был вам полезен. Кто не подписан, подпишитесь. На канале разыгрываются браслеты Mi Band 3, Ana Band 3 и умные часы Amazfit Bip. Для того, чтобы участвовать в розыгрыше браслетов, достаточно оставить осмысленный коммент к любому из видео, подписаться, поставить лайк и колокольчик. В следующем обзоре расскажу вам о столовых приборах бренда Xiaomi. Мое личное мнение, бипы по 4000 рублей это просто находка. И мне они нравятся и этим странным экраном, и обрезанными функциями, и надписью Amazfit. Спасибо за просмотр, подписывайтесь, я выгружаю минимум одно видео в неделю, и как вы сможете заметить, они довольно короткие и информативные. Это руководство исключения, и сделал я его по просьбе подписчиков. Спрашивайте любые вопросы, отвечу всем. Прошу в комментах без мата, на канал заходят дети. Не забудьте поставить лайк или дизлайк, подписаться на канал и поставить колокольчик. Удачного вам дня, дорогие друзья!